Всем здрасте, меня зовут Настя. Солнце, это только что было за облаками, почему ты вышла? Я теперь слепну, как мне снимать? Итак, ребята, скоро 14 февраля, и как бы я не любила этот праздник, я реально его никогда не праздную, возможно, только в школе я это делала, типа валентинки, дарили одноклассникам, все дела. Но я захотела вам показать 3 вида макияжа. Первый макияж будет такой романтический, второй макияж будет такой, знаете, немножко дерзкий, но по тематике, и третий будет креативный. Я думаю, мы можем начинать. Забыла добавить, что я не буду показывать весь процесс макияжа, я пропущу базовые вещи, то есть там накрашу брови за кадром, тональная основа и так далее, потому что это делается во всех макияжах. Я покажу лишь процесс создания макияжа на глазах условно и на губах, если это будет что-то необычное. А вот теперь можем начинать. Для начала я беру вот этот вот оттенок, он такой темно-розово-фиолетовый. А нам нужно просто нанести такими, знаете, вбивающими, можно сказать, движениями, да, вот это вот верхнее веко неподвижное, вот на нем выше складки нужно нанести. И вот так вот мы продлеваем его к височку. Далее любой пушистой кисточкой мы должны растушевать края этого оттенка. То есть мы вытягиваем его вот так вот ближе к брови и растушевываем по всему верхнему неподвижному веку. Я, если честно, ребят, сегодня себя ужасно чувствую. Возможно, это видно по видосу, что я какая-то немножко пассивная, но я не знаю, мне стало не очень хорошо на тренировках, поэтому я особо даже не позанималась. Видимо, от какого-то переутомления, я не знаю, или стресса, возможно, потому что в последнее время я опять стала много стрессовать. Сейчас мы этими же тенями будем делать с вами стрелочку и нижнее веко. Мы наносим на внешний уголок глаза, сначала немножко растушевываем на верхнее веко и на нижнее веко его сразу растушевываем. Теперь опять берем пушистую кисточку и немножко смягчаем края наших теней. Я беру консилер и наношу на подвижное веко. Сейчас мы будем с вами равнять вот эту вот линию, чтобы она была четкой. Я беру кисточку и уже всю эту линию делаю ровнее. Нам нужно заполнить вот эту часть, куда мы нанесли консилер. Я беру вот такой вот приятный нежный оттенок, любую вообще кисточку, которую мне удобно, и наношу на это место. Его очень сильно прям видно не будет. Нам в любом случае нужно как-то зафиксировать наш консилер, чтобы он не скатывался. Можно использовать там белые тени или какой-нибудь шиммерный оттенок, глиттер, без разницы. Чтобы добавить, естественно, выразительности взгляду, я возьму хайлайтер и нанесу хайлайтер под бровь. И также я нанесу хайлайтер на внутренний уголок глаза и выведу еще на нижнее веко его. За кадром я сделала второй глаз, нанесла тональную основу. И сейчас я хочу добавить немножко румянца. Вот на вот эту часть, на скулу, можно сказать, добавляю немножко румянца. Также я добавлю немножечко контуринга, чтобы лицо не выглядело плоским. И при помощи кисти вот такими круговыми движениями я растушевываю наш контуринг. На этом мы, в принципе, могли закончить, но я все-таки приклею накладные реснички, но приклею только на кончик глаза. Но если вам больше нравится на весь глаз ресницы, то вы можете клеить на весь глаз. Чтобы полностью закончить образ, давайте я быстро переоденусь и вернусь уже как бы в аутфите. Та-дам! Вот мы и закончили с нашим первым макияжем на День Святого Валентина. Можете посмотреть мой макияж вблизи. Мне кажется, очень красиво вышло, хотя я не люблю вообще розовый цвет. Я считаю, что это классный вариант для Дня Святого Валентина, пойти с кем-нибудь такой на романтический вечер, или, может быть, с подружками собраться, куда-нибудь сходить. И макияж, в принципе, несложный, его будет легко повторить, поэтому, думаю, теперь мы можем переходить ко второму образу. Итак, ребята, мы начинаем сегодня второй макияж. Сегодня у меня настроение намного лучше, чем вчера. Не будем долго болтать. Сегодня у нас будет такой дерзкий макияж на 14 февраля. Он больше подходит для таких одиноких людей, которые собираются пойти куда-нибудь потусить и выглядеть при этом празднично, но очень дерзко, понимаете, да? Мы будем делать смоки. Честно, я ненавижу смоки, потому что, я признаюсь честно, у меня всегда проблема с растушевкой. Я для начала беру черный оттенок, и обязательно должна быть база под тени, ребята, чтобы тени ложились более плотно. Я наношу сначала просто черный оттенок на внешний уголок глаза и поднимаю до вот примерно нашей косточки. Вот здесь вот она находится. И я сразу же нанесу на нижнее веко тоже оттенок черный.
Примерно вот такую форму мы создаем. Итак, берем кисть для растушевки, такую пушистую. Тушуем по неподвижному веку, растушевываем ближе к брови. На нижнем веке тоже тушуем. Теперь я возьму вот этот светло-коричневый оттенок, совсем чуть-чуть, и смягчаем нашу растушевку. Чтобы консилер не смешивался с черным цветом, мы немножечко очистим кожу в этой части. После того, как нижнее веко мы очистили, мы наносим туда консилер. И теперь кисточкой этот консилер распределяю равномерно. Так, теперь я беру вот этот вот темно-красный, бордовый, даже можно сказать, оттенок. И кисточкой, которая вообще удобно, наношу его вбивающими движениями, чтобы, опять же, он более плотно лег. И смотрите, вот здесь у нас получается такой неприятный стык, да? Мы берем, опять же, растушевочную кисть и тушуем красный с черным вместе. И также красный оттенок наношу чуть-чуть на нижнее веко, туда, где мы нанесли консилер. Знаете, ребят, мне не очень нравится, что этот оттенок бордовый, и он не слишком сильно выделяется, как мне хотелось. Поэтому вот такой вот шиммерный красный оттенок я возьму прям пальцем и нанесу сюда. Теперь нам нужен какой-нибудь глиттер или блестки. Я возьму вот такой глиттер от Чупа-Чупса. Возьму маленькую кисточку тонкую, и нам нужно провести линию глиттером по вот этому стыку между красным и черным. И здесь нам нужно подвести на нижнем веке нашу красную линию. Теперь мы займемся стрелкой. Я немножко прищуриваю взгляд, рисую на нижнем веке такую стрелочку небольшую, ее вывожу на верхнее веко. И теперь подводкой с тонкой кистью я дорисую верхнее веко и рисуем сразу же внутренний уголок глаза. Итак, ребята, за кадром я сейчас доделала второй глаз, естественно, нанесла тональную основу, пудру, контуринг сделала, румяна нанесла и хайлайтер. Я беру клей для ресниц. Ребят, если вы покупаете клей для ресниц, не покупайте сильно дешевый. Это очень опасно, если клей будет дешевый. Вы не знаете, какой там состав, как это повлияет на вашу кожу. Я накладываю ресницу на середину глаза сначала, кончик ресницы приподнимаю, чтобы ресницы не смотрели вниз. It's perfect! Oh my god! Теперь мне нужно пойти помыть руки и переодеться, надеть парик. И я вернусь к вам буквально через секунду. Ребята, офигеть, мне очень-очень сильно нравится этот макияж. И я уверена, в таком виде вы покорите просто всех. Я надела для образа украшения, платья. В общем, это была вторая идея макияжа на День Святого Валентина. И завтра, но для вас это будет опять же секунда, мы будем делать третий макияж, который будет такой немножко креативный. Ну все, пока, ребята. Ну что, ребята, сегодня у нас с вами третий макияж. Немножко надо подзарядиться. Фу! Зеленый такой невкусный. Начну с того, что вчера мне было очень плохо, у меня болела целый день голова. Я хотела вчера еще доснять этот видос, но я болела, а сегодня я заметила, что у меня вылез ячмень на глазу. Мне кажется, это от того, что я пользуюсь прозрачным консилером, если честно. Но это сегодня меня не остановит, потому что я хочу закончить это видео, потому что у меня еще в планах много работы. Ничего не могу выговорить. Короче, давайте начинать делать третий, последний макияж, который будет креативный. Ну, немножко там, ребят, не будет тоже ничего такого прям вау. Для начала из старой наклейки, где был мой любимый муж Годжо Сатору, я вырезала сердечко. Мы должны приклеить сердечко вот на этот внешний уголок глаза. Вот этот классный розовый оттенок, мы воспользуемся им. Я сначала тонкой кистью и такими вбивающими движениями нанесу наш розовый оттенок на неподвижное верхнее веко. И пушистой кистью мы должны растушевать границы наших теней сверху. Нам нужно, где сердечко, по краям тоже пройти тенями. Его, так сказать, обвести вот так вот вокруг. И вот здесь мы прям круговыми движениями вот так вот тушуем. Так, я думаю, теперь можно снять сердечко. Вау! Что-то оно какое-то кривое получилось. Я снова беру консилер. Меня ничему жизнь не учит. Теперь на втором глазу у меня, видимо, тоже будет ячмень. Наносим на подвижное веко. И при помощи кисти
Я уже делаю форму и делаю более ровнее. Ребят, нам на верхнее подвижное веко нужно было нанести какой-нибудь розовый шиммерный оттенок или глиттер. И я пришла к выводу, что вот этот вот оттенок будет лучше всего подходить. Он немножко фиолетовый. Я думаю, что не страшно, что в идее вообще розовый цвет, а я буду использовать такой более фиолетовый. Сейчас будет одно из самых сложных в этом макияже, это сделать стрелку, которая будет ровная и выходить как бы в сердечко прям. Рисую от внешнего уголка глаза стрелочку и веду ее к середине века. Рисуем внутренний уголок глаза сразу. Нам нужно внутри сердечка нанести розовый оттенок и немножко это растушевать. Для следующего этапа макияжа мне понадобятся стразы разных размеров, пинцет для стразов и клей для ресниц. Сначала я беру клей для ресниц и наношу его вот так по кругу нашего сердечка. И теперь пинцетом беру стразу и приклеиваю ее. И теперь мы вот так, ребята, с вами абсолютно все сердечко проклеиваем стразами. Я это сделаю за кадром, потому что это очень долго. Я, ребята, накрасила второй глаз. Посмотрите, как классно это получилось. Естественно, нанесла тональную основу, нанесла, как видите, румянец. Румянец на носик, румянец на подбородок нанесла, пудра, хайлайтер на вот эти все части, носик тоже, и вот на внутренний уголок глаза и нижний глаз, нижнее веко. Ресницы я накрасила, теперь давайте сделаем губы. Я хочу их немножко сделать не так, как всегда. Так, смотрите, на губы я сейчас ничего не наносила, я беру помаду. У меня это такой достаточно бордово-красный оттенок. Я нанесу на внутреннюю часть губ, за уголки губ прям выхожу, губки вот так вот делаю бантиком. Растушевываю, кончики пока не трогаю. Можно кисточкой, можно пальцем, можно вот как я это буду делать ватной палочкой. Аккуратненько растушевываю вот так кверху. Макияж мы закончили, теперь давайте все-таки я во что-нибудь переоденусь. В общем, закончим этот образ и все. 3 макияжа на День Святого Валентина готовы. Та-та-да-да-дам! Я опять надела белый парик, ребят, потому что просто другие парики очень сильно не подходили под этот образ. Я надела белое... Ой, это розовый цвет, а не белый. Розовое платьишко. Оно мятое, да, но... Я ненавижу гладить вещи, sorry. Ребят, посмотрите, какой вышел макияж. Я бы, если честно, реснички добавила бы сюда все-таки. Но вот знаете, вот эти пучковые, которые по отдельности клеются, было бы просто потрясающе. В общем, мне все безумно нравится. Ребят, поделитесь, как вам, какой из 3 макияжей вам больше понравился. Я знаю, что, скорее всего, второй макияж люди засрут и скажут, что это вообще не для Дня Святого Валентина. Ну, знаете что, это мое видео. И если я решила, что это для Дня Святого Валентина, то это будет для Дня Святого Валентина. Ребят, я уже умираю на этом солнце, мне реально тяжело вот так сидеть. Поэтому ставим лайки на видос обязательно. Пишем в комментариях, как вам макияж и какой понравился больше. Подписываемся на мой канал, если вы вдруг на него не подписаны. И ставим колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо всем за просмотр. Я всех очень сильно люблю. Целую и обнимаю. Пока-пока!